Привет, друзья! Вы смотрите «Взгляд с трибуны», и сегодня я продолжу знакомить вас с миром английского футбола. Я приехал в графство Хартфордшир, в город Сент-Олбанс, где сегодня одноименный клуб сыграет в рамках очередного тура 6-го по силе английского дивизиона National League South с клубом Труро. Надеюсь, игра будет интересная и бодрая, и я надеюсь, на трибунах также не будет скучно. Так что заранее подписывайтесь на канал, если этого не сделали, ставьте лайки к этому видео, если еще этого не сделали. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании, и вот там QR-код для этого. Ну и погнали! Сент-Олбанс – это город с богатой историей, которая насчитывает более 2000 лет. Точная дата его основания неизвестна, но город в значительной степени связан с древнеримским поселением Веруламиум, руины которого можно найти на территории современного Сент-Олбанса. Город буквально пропитан историей, а вид его улиц оставляет максимально приятное впечатление. В самом сердце города возвышается величественный собор Сент-Олбанса, впечатляющий своими великолепными витражами и богатой историей. Собор был основан в XI веке на месте первоначального христианского храма, посвященного святому Альбану, первому христианскому мученику в Англии, который был казнен за веру в III веке и позже стал покровителем города. Многовековая история собора не могла не отложиться на его внешнем виде, и в итоге сегодняшний облик собора сочетает в себе как элементы нормандской архитектуры XI века, так и средневековую готику, перемешанную с добавлениями века XIX. Современный Сент-Олбанс – это город, привлекательный как для туристов, так и для проживания. И если честно, я даже пожалел, что заложил на культурную программу всего пару часов. Я бы так гулял и гулял по нему, наслаждаясь этими улицами и живописными пабами города. Но время поджимало, нужно было идти на стадион. Билетные кассы. Тикет на этот матч стоит 16,5 фунтов, а если у вас есть абонемент на любой из лондонских клубов АПЛ, то тогда билет обойдется вам в 11 фунтов. Ну и внутри стадион нас встречает палаткой с крылышками, еще какими-то палатками с едой и, естественно, палаткой с пивом. В стадионном баре наливают местный крафт. Так, пинта Пилзнер Лагера стоит 5,5 фунтов, сидр стоит 5,5, ну и эль со стаутом стоит 5,80. Помимо этого можно поесть блинчиков. Вот крепы сладкие стоят 5 фунтов. Ну и, как я уже сказал, есть крылышки, курица. 5 стрипсов стоят 10 фунтов. Тоже абсолютно нормальный такой вариант, чтобы перекусить под пинту крафта и под отличный нон-лиговый футбол здесь, в Сент-Олбанс. Футбольный клуб Сент-Олбанс-Сити был основан больше века назад, в далеком 1908 году, но, как это часто бывает в случае команд нон-лиги, особыми достижениями похвастаться не может. Так, наивысшим успехом Сент-Олбанса было участие в розыгрыше National League сезона 2005-2006. Это 5-й по силе дивизиона Англии. Ну и в сезоне 2021-2022 команда дошла до второго раунда Кубка Англии, где Сент-Олбанс был разбит в пух и прах
другим клубам графства Хартфордшир, Борем Вуд, расположенным относительно неподалеку. Счет был 4-0, вообще без шансов в одну калитку. Кстати, на Борем Вуд я тоже очень хочу съездить, так что, скорее всего, в одном из следующих выпусков вы тоже сможете его увидеть. Так что, если еще не подписаны на мой канал, то самое время это сделать, чтобы ничего интересного не пропустить. Ну и еще один интересный факт о St. Albans City. С 2020 года титульным спонсором команды является популярная британская группа Enter Shikari, которые сами являются выходцами из St. Albans. Группа была образована в этом городе в 1999 году. Ну и вот так они решили поддержать свой локальный клуб, за что им огромный, конечно же, респект. Ну и стадион St. Albans City под названием Clarence Park был открыт в 1894 году, то есть вообще в конце 19 века. И на данный момент он вмещает 5007 зрителей, из них 667 это сидячие места, как раз вот на этой центральной трибуне. Ну а все остальное это 2 стоячих заворотки и еще одна стоячая центральная трибуна. Очень такой уютный, симпатичный нон-лиговый стадиончик, как по мне. Вообще, вот так, если посмотреть, то стадион сегодня очень даже подзабит. Заворотка хозяев забита под завязку. Центральные сектора тоже очень даже так плотно упакованы. Конкретно довольно-таки аншлаговый матч, разве что гостевой сектор довольно пустой, но это ладно. Из Трура до сюда еще доехать надо. Но пока что, конечно, посещаемость очень радует. Далеко не самая такая регулярная картина на матчах нон-лиги, тем более вот 6-го дивизиона, это National League South. Ну и вот так выглядит сидячая трибуна стадиона, и здесь же клубный магазин St. Albans. В магазине можно купить кепки, кружки, есть программки, и есть, конечно, значки и брелки. И также одежда команды, есть игровые футболки, играет St. Albans в Хаммел. Ну и в принципе есть тоже неплохой мерч. Игровая футболка желтая стоит 55 фунтов, синяя 50. Ну и футболки идут от 20 до 30 фунтов. В принципе очень даже неплохой ассортимент здесь в магазине St. Albans City. Особенно с учетом того, что это клуб 6-го по силе дивизиона. В текущем розыгрыше National League South St. Albans смотрится очень даже неплохо. Команда идет в лидирующей пятерке, практически обеспечив себе участие в стыках за проход дальше в National League. Ну а их гости из Труру, наоборот, находятся практически в зоне вылета. Так себе форма у команды. Но это нон-лига, здесь все возможно. Посмотрим, что будет сегодня. Ну и вот проснулась заворотка гостей, которые, к слову, проделали немалый путь из городка Труру, который находится на самом таком крайнем юго-западе Англии. Если честно, это моя такая давняя мечта уже, съездить туда, в Корнуолл, в Девон и сходить и на футбол, и полюбоваться местными красотами. Посмотрим, надеюсь, все-таки удастся реализовать эти планы. Ну а пока что фокус на поле, где, несмотря на такую существенную разницу по турнирной таблице, команды играют в очень даже равный футбол. Вообще, так смотреть, на трибунах очень много детей, люди приходят с семьями, вот даже с питомцами. Вот это очень классно, я вот постоянно этим восхищаюсь на матчах нон-лиги. И St. Albans это очередной прекрасный пример вот такого футбола для локального комьюнити. Единственное, что, конечно, очень сильно бросается в глаза, это как-то практически абсолютное отсутствие желания у болельщиков St. Albans City оказать команде хоть какую-то поддержку. Вот они вроде как и забили всю заворотку, но там абсолютная тишина, при том, что там десяток человек, приехавших поддержать Труру, ну, хотя бы какой-то шум создают, более-менее поддерживают свою команду. А в исполнении St. Albans единственный шум — это многочисленные дети, которые безумно радуются виду маскота команды Сэмми.
Вот это, наверное, единственный шум, который я сегодня слышу в исполнении Сент Олбанса. Тут забавно, собственно, как раз стоят болельщики Труро, поют «Восстал своего клуба», и группа молодых болельщиков Сент Олбанса сюда тоже прибежали и пытаются перекричать фанов Труро. Внезапно Труро открывает счет. Болельщики побежали к команде. Все как надо, все рядом. И 2-0 в пользу гостей. Ну и за 10 минут до конца счет становится 2-1. Хозяева отыграли один мяч. Трибуны, конечно же, взорвались. Посмотрим, может быть, еще и увидим какую-нибудь огненную развязку. Кто знает, что получится сегодня. Ну и все, матч окончен. 2-1, победа гостей из Труро. Парни не зря проделали весь этот путь, порядка 5 часов, то есть путь не близкий. Ну и вот команда порадовала. Действительно, отличный результат на выезде с одним из лидеров National League South. Ну и тут же команда, конечно же, идет к болельщикам. Вот это круто. Вот это я понимаю эмоции. Вот это прям вот правильные, максимально правильные эмоции, что членов тренерского штаба, что болельщиков, что команды. Вот это прям отличное единение болельщиков и клуба. Огонь и респект Труро Сити. Ну и на этом мой визит на матч Сент Олбанс Сити, как и данное видео, подходит к концу. Если коротко, то игра получилась очень даже бодрая, особенно во втором тайме, когда команды наконец-то смогли распечатать ворота друг друга. Если говорить об атмосфере на стадионе, то, конечно же, она немножко разочаровала, но спасибо тем 150 человек, приехавшим из Труро Сити, которые бодрейше шизили во славу своей команды. И, собственно, команда ответила им отличной победой.
Вот им огромный респект. Ну а всем остальным 2000 зрителей, ну я не знаю, зачем вы ходите на футбол, если вы не хотите хоть пару раз за матч покричать, поддержать свою команду. Ну да ладно. В любом случае, стадион мне очень понравился, да и действительно визит удался на славу. Надеюсь, вам это видео тоже понравилось. Если так, то не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка в описании видео, и вот вам QR-код для этого. Впереди очень много интересного, впереди у меня безумное количество футбольных планов, так что ничего не пропустите. Ну и до встречи на стадионах Англии и мира. Всем пока!